Всем привет, друзья! Начал я тут, в общем, качать снайпера, подготовился было к тому, что это будет долго и уныло, ведь снайпер это урон в одну цель, и парики особо не поводишь, но перебрав несколько вариантов билдов, я обнаружил, что это далеко не так, и поэтому сегодня предлагаю разобрать билд на снайпера под парики для прокачки. Начнем с того, что статы нужно раскидывать таким образом, чтобы у тебя было больше хп. Например, на каждом новом уровне вкладываем 3 в точность и 1 в выносливость, и через уровень 2 в точность, 2 в выносливость. В ловкость и удачу не вкладываем вообще ничего, в этом билде, да и особенно на низких уровнях, они бесполезны. Таланты. Весь билд будет построен через огнемет, поэтому в первую очередь качаем нижнюю ветку. Взрывное исцеление. Целительный заряд отбрасывает и замедляет до 5 противников вокруг цели, КД 25 секунд, отлично повышает живучесть и поможет в сборе париков. Горсть колючек. Колючка воздействует на нескольких противников, то есть урон от нее теперь будет массовым, это поможет быстрее сливать мобов, а смертельные ловушки увеличат урон от нее на 55% и дадут возможность наносить критический урон. Далее оглушительный взрыв. Мина оглушает врагов на 1 секунду. Тут без вариантов, штука очень крутая. Цельнометаллические пули к каждой нашей атаке добавят дополнительный урон, его размер будет зависеть от твоей текущей атаки. С медицинской подготовкой перевязка ран восстановит на 15% больше здоровья, продлится на 1 секунду дольше и применится на 50% быстрее. Просто невероятно увеличивать живучесть, берем обязательно. Огнемет. Наш основной инструмент, ведь собрать парик много ума не надо, а вот слить его уже сложнее. При активации снайпер запускает огнемет, который наносит урон всем врагам, попавшим под поток пламени. В этом состоянии можно передвигаться. За каждую единицу фокуса урон увеличится на 20%, тратится весь его запас. Пассивное умение. Снайпер получает защищенность на 5 секунд, если уровень его здоровья падает ниже половины. Защищенность снижает получаемый урон на 40%. После огнемета нужно взять тяжелые боеприпасы. С ними пламя огнемета начнет отталкивать врагов и накладывать медлительность. Без него огнемет практически бесполезен, ведь когда ты остановишься слить парик, он тебя просто сметет. А тяжелые боеприпасы позволят отталкивать мобов, и большинство из них до тебя даже не добежит. Первые два умения в ветке можно взять любые, для нас это практически не имеет значения, ведь они по сути не принимают участие в разборе мобов. Я лично выбрал прожигатель брони и долговечная техника. По сути, билд уже полностью готов. Взять все эти умения можно будет уже на 28 уровне и приспокойненько идти на остров барона Логарта паровозить янтарных муравьев. Кач там будет отличный. По мере прокачки новые очки талантов вкладываем не в Роланда, не в обезвреживание, а в первую ветку. Напомню, этот билд именно для париков и прокачки. Огнеметом паровозы сливаются очень эффективно, его не нужно дополнительно разгонять и тратить на это лишние очки. А вот повысить живучесть, чтобы тебя эти самые парики не проедали, стоит. И вот как раз в первой ветке есть нужные нам таланты. Лечебный настой. Эффективность первой помощи и перевязки ран увеличивается на 20%. Мы уже взяли медподготовку, и в тандеме эти два умения очень сильно апают перевязку и повышают твою выживаемость. Магическая мишень нужна только для урона по одной цели, и в этом билде бесполезна. Со вторым дыханием аура неутомимости увеличивает естественную регенерацию энергии на 50% и дает 4 выносливости. ХП нам сейчас важнее ловкости, так что берем ее. Дальше выбираем глубокие раны. Пронзающий взрывной выстрел дополнительно вешают кровотечение. Массово не более 5 целей. Почему неустойчивость? Потому что 12% дефа, который ты с ней получишь, дадут всего 2-2,5% порезки урона. Это, очень прям мало. А с кровотечением монстры будут отлетать куда быстрее, это будет гораздо полезнее. Азартный стрелок понятно, далее детоксирующий заряд. С ним целительный заряд рассеивает до 12 стаков периодического урона, и за каждый такой стак на 10% увеличивает силу исцеления. Талант просто потрясающий, вот ведешь ты парик, тебя периодически прокусывают мобы и вешают всякие какахи типа яда, горения и кровотечения. И вот с этим талантом ты снимаешь их все, просто прожав целительный заряд. Очень удобно. И последнее, регенерирующий заряд. С ним целительный заряд вешает исцеление на 3 секунды. Выживаемость и комфорт с ним вырастет значительно. Если ты планируешь бегать и фармить в этом билде до самого капа, то оставшиеся два таланта советую влить в неумолимость и пунктуальность. С ними урон от умений при использовании ружья вырастет на 14%. Соответственно, придется брать ружье, но зато паровозы будут отлетать гораздо быстрее. Все. Вот так вот выглядит билд на снайпера для комфортной прокачки на париках монстров. Теперь как это выглядит на практике. У меня на снайпере 600 атаки и меньше 2000 дефа. В общем, одет он весьма скромненько.
Идем в пещеры на пожирателей, которые на секундочку серьезно выше уровнем. Прожимаем сосредоточенность, чтобы заполнить фокус и увеличить урон от огнемета. Собираем парик, подводим его или в какой-нибудь узкий проход, или просто к стенке, чтобы мобы максимально скучковались. Бросаем минку с колючкой, прожимаем пронзающий выстрел в направлении мобов, чтобы и урон нанести, и развернуться на месте, и прожимаем огнемет. Все, теперь важно направить пламя на тех мобов, что ближе, чтобы они не прокусили тебя, и как он закончится, уже почти откатится мина. Если мобы не отъехали, бросаем ее, чтобы быстренько свалить в сторону. Таким способом можно собирать довольно крупные парики, причем выше уровнем. Правда, классический геймплей снайпера, где ты просто сливаешь по одному мобу, становится гораздо менее эффективным, но в любом случае после прокачки можно просто поменять билд и не париться. Все, осталось только поблагодарить вас за подарочки. Ребят, это очень приятно и сильно помогает в развитии канала, ведь приходится меньше тратить времени на фарм. Спасибо. Отдельное спасибо Антохе Нагибашу, он подогнал мне карту ядовитого таракана и 10 лямов голды, так что очень скоро запилим розыгрыш, поэтому подпишись на канал и прожми колокольчик, чтобы не пропустить его. На этом все, удачи в игре, пока.